Всем привет! Меня зовут Денис и рад вас приветствовать на канале Вкусно, просто быстро. Хочу представить вам торт, где есть идеальное сочетание нежного бисквита, воздушного творожного крема и ароматного яблочного пюре. Даже новичок в кулинарии справится с приготовлением этого торта. Данное количество ингредиентов рассчитано на торт длиной 20 см, шириной 16 см, высотой 8,5 см и весом 2 кг 120 грамм. Давайте приготовим. Для яблочного пюре очистите яблоки 720 грамм от кожуры и сердцевины. Нарежьте мелкими кусочками. В небольшой миске смешайте сахар 150 грамм или 7,5 столовых ложек без верха, кукурузный крахмал 25 грамм или 2 столовые ложки. К яблокам добавьте лимонный сок 12 грамм. Измельчите кубики яблок блендером до состояния пюре. Добавьте смесь сахара и крахмала. Хорошо перемешайте силиконовой лопаткой. Поставьте кастрюлю на высокий огонь. Постоянно помешивая, доведите до кипения. Немного убавьте огонь, чтобы пюре лишь слегка булькало. И варите, помешивая 5 минут. Затем еще раз измельчите блендером оставшиеся кусочки и проварите еще 3 минуты на том же огне. Переложите горячее пюре в чистую миску. Накройте пищевой пленкой в контакт. Дайте полностью остыть до комнатной температуры. Далее, для бисквита в духовку заранее включите разогреваться до 180 градусов. В небольшой емкости смешайте теплое молоко 20 грамм и растительное масло тоже 20 грамм. В большой миске взбейте яйца 6 штук, примерно 300 грамм с сахаром. 230 грамм, 11,5 столовых ложек без верха, ванильный сахар, 8 грамм, 1,5 чайные ложки и соль, 1/4 чайной ложки. На максимальной мощности миксера 5 минут до пышной и светлой массы. Объем должен увеличиться. Влейте смесь молока и масла. Взбивайте еще минуту до однородности. Просеянную муку 160 грамм или 8 столовых ложек без горки. Смешайте с разрыхлителем 10 грамм. Добавьте в жидкую массу. Очень аккуратно, но быстро. Перемешивайте венчиком снизу вверх, только до исчезновения сухих комочков. Важно не перемешивать слишком долго. Должно получиться воздушное тесто. Перелейте в заранее застеленную пергаментом форму. У меня размером 30 на 20 см. Аккуратно разровняйте лопаткой или деревянной палочкой. Выпекайте 20-22 минуты до сухой шпажки. Освободите края готового бисквита от бумаги и дайте ему постоять в форме 10 минут. Затем аккуратно извлеките из формы на решетку. Снимите пергамент и дайте полностью остыть до комнатной температуры, примерно 30 минут. Для творожного крема в охлажденную миску выложите творожный сыр 300 грамм. Вылейте холодные сливки 33% 300 грамм. Добавьте сахарную пудру 110 грамм и ванильный сахар 15 грамм или 3 чайные ложки. Взбивайте миксером на высокой скорости до однородности и пышности 1-2 минуты. Отложите 70 грамм крема в отдельную небольшую емкость для обмазки боков торта. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями и подписывайтесь на наши каналы, которые видите на экране. На них выходит разнообразный контент. Сканируйте QR-коды через камеру телефона или с помощью сторонних приложений, либо переходите по ссылке в описании. Спасибо за вашу поддержку, вы вдохновляете. Соберите торт. Обрежьте сухие края у полностью остывшего бисквита. Обрезки около 60 грамм. Мелко раскрошите и отложите для декора. Остается бисквит размером 30 на 20 см. Разрежьте бисквитный пласт вдоль, длинной стороны пополам. Получится две части по 15 на 20 см каждая. Каждый из этих пластов разрежьте поперек в две равные части. Итогово получится 4 пласта. Выложите первый пласт на сервировочное блюдо. Затем установите разъемную форму и выстелите стенки формы ацетатной пленкой. Собирайте в следующей последовательности. Первый корж 400 грамм яблочного пюре. Разровняйте. Второй корж. Выложите половину, примерно 325 грамм творожного крема. Разровняйте. Третий корж. Выложите оставшиеся 400 грамм яблочного пюре. Разровняйте.
Четвертый корж. Выложите оставшиеся 325 грамм творожного крема. Разровняйте последний слой. Аккуратно накройте торт пищевой пленкой. Уберите в холодильник минимум на 6-8 часов. Идеально на ночь. Для пропитки и стабилизации. По истечению времени украсьте торт. Аккуратно снимите разъемное кольцо формы и ацетатную пленку. Шпателем аккуратно выровняйте края торта, если нужно. Покройте бока отложенным творожным кремом 70 грамм. Приготовьте шоколадную глазурь. Темный шоколад 50% 10 грамм. Сложите в пиалу. Нагревайте в микроволновке короткими импульсами. Сначала 30 секунд, потом 10 и потом еще 5. Хорошо перемешивая после каждого нагревания, пока шоколад не растает. Добавьте растительное масло, пол чайной ложки. Перемешайте до гладкости. Перелейте глазурь в кондитерский мешок. После этого срежьте небольшой уголок. Нанесите наверх торта узор решетки. Для ровности можете предварительно сделать разметку ниткой. Обсыпьте бока торта бисквитной крошкой 60 грамм. Готово. Торт получается невероятно нежным, сбалансированным и в меру сладким. Яблочное пюре придает свежесть, а творожный крем – бархатистую текстуру. Бисквит остается мягким, даже после охлаждения. Шоколадная глазурь добавляет изысканности. Этот десерт станет украшением любого праздника или приятным завершением семейного ужина. Обязательно попробуйте. Делитесь вашими шедеврами в комментариях. Спасибо за просмотр. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.